А вот и вечер понедельника, а значит, первый рабочий день подходит к концу. И чтобы скоротать его более интересно, я нашел для вас еще порцию видосов. И как всегда, пытался найти что-то новенькое. Привет, любители ужасов! Это канал Крик, меня зовут Александр, и это рубрика «Реакция», где мы с вами смотрим страшные необъяснимые видео и пытаемся понять, где правда, а где фейк. Мы просмотрели с вами, мне кажется, уже более 1000 роликов. И действительно необъяснимых попадалось очень редко. Возможно, эти видео заставят нас задуматься чуточки больше. Устраивайся поудобней, мы начинаем. Погнали! Так, друзья, тут ничего толком не рассказывается, просто парень пришел домой и говорят, что он заснял что-то невероятно ужасное. Давайте посмотрим. Мячик. Опа. Так это может быть твой ребенок бегает? Или это ребенок-призрак, который преследует его за какие-нибудь проказы? Ну, проказничал. Проказник. Так, что-то. Кто-то закрылся, ребенок закрылся. Ух, ёпта. Прикиньте, сквозь Из дверь. ниоткуда бросается мяч, и внезапно за спиной Вот оператора это материализуется монтаж, вот маленький это мальчик. я понимаю. Ребенок хихикает, а затем необъяснимым образом убегает через Беда. закрытую дверь без каких-либо предварительных указаний. К ужасу человека, который ведет запись, из-за надежно запертой деревянной двери выглядывает женское лицо, Монтаж так вселяющее монтаж. Но ужас. единственное, можно в дверке оставить тканевую К щель, сожалению, да, видео для лица внезапно обрывается, вырезать и оставляя зрителей в напряжении относительно того, что что-то еще произойдет дальше дальше. будет. Без достоверного источника было бы преждевременно утверждать о подлинности этого жуткого клипа. Определенно. Но он определенно жуткий. Ребят, тут рассказывается про тиктокера, который со своим другом пошел на его работу. И он работал где-то в подвале, как объясняется. Кто я такой? Здравствуйте. Ну, просто дед, тоже в подвале. То есть, типа, общеквартирные подвалы. Дедушка помнил, что у него есть велосипед. Решил заняться спортом. А странность-то в чем? Дед еще и поет. Хорошо. Внезапно появляется жуткая фигура, медленно приближающаяся к человеку за камерой, насвистывая тревожную мелодию в определенный момент видео. Да, вот это. Оператор смело обращается к таинственному мужчине с вопросами о его личности, но незнакомец хранит молчание, не предлагая никакого Дедушка, может ответа. быть, уже старый, может, он уже больной давным-давно. Видеооператор Чё-то демонстрирует такого. удивительное самообладание на протяжении всей встречи, умудряясь сохранять спокойствие и собранность. Это заставляет задуматься о том, сколько людей могут не справиться с подобной ситуацией столь же хладнокровно. Как Вот бы как вы бы вы лично отреагировали? Не отреагировали, знаю, если бы предложил бы оказались помощь. в подобных обстоятельствах? Ребят, опять рассказывается про какой-то ТикТок, который... Точнее, в ТикТок выложили видео, которое было снято с скрытых камер дома. И якобы тут разговаривают про лунатизм, что вот эта женщина лунатила, но тут что-то более мистическое, как объясняют. И сейчас нам что-то вот покажут. Так, женщина садится за кухонный стол, и мы сейчас должны увидеть что-то очень странное. Давай, раздавай карты. Поиграем партеечку. Козлеца, дурачка, там. Хош, секу, покер. Что происходит-то?
Ммм. Женщина-медиум. На кадрах видно, как три неопознанных объекта бесцельно перемещаются, а затем на заднем плане постепенно появляется зловещая тень. Зловещая тень? Однако Не тревожные знаю, я события на чё-то... этом не заканчиваются. Всего несколько мгновений спустя женщина сталкивается с новыми То есть пугающими сама она этого существами как бы типа не неизвестной видела, она природы. во сне. Лоб. Что ей там, ей подвинулась тарелку, чтобы она там слюни туда пускала, а не на стол? Шоу одного актера. Но по идее камера реагирует на движение. Я такая бух! Монитор. В определенный момент какой-то предмет на столе Чё резко думаете? перемещается в сторону женщины. И через Это несколько постанова? секунд Или одна из может дверей быть в доме правдой? с силой захлопывается, в то время как она остается сидеть в кресле. Тот Типа ужас, очень который странно. испытала женщина, проснувшись позже, можно только представить, особенно когда она столкнулась с такими тревожными кадрами, которыми поделился ее муж. Глубокое воздействие того, что она так открыто столкнулась с чем-то настолько пугающим, Как можно было вызывает это вопросы снять? о том, как можно жить дальше. Ребят, рассказывается про очередную семью, у которой в доме что-то происходило. Естественно, они повесили камеры наблюдения, и так как они не понимали, с чем они связались и как от этого избавиться, они решили взять спиритическую Все в доску и порядке. попытаться пообщаться с этим. Вы готовы Вот, к этому? с этим, то, что они видели. Вы когда-нибудь делали что-нибудь подобное Хотя вот раньше? видишь, сказали про камеры, а Это на не самом так деле уж что-то сложно. камер тут и Я нет. надеюсь. Я Значит, связываюсь нам с не ними, покажут. потому что знаю, на что они способны. Ну, в большинстве случаев они плохо пишут по буквам. Им требуется около минуты, чтобы разобрать то, что они пишут. И вам нужно просто прикоснуться к этому Призраки пальцами. неграмотные, Полегче, что не ли? хватает одного слова. И вы можете непреднамеренно Или это передвинуть они его про или себя? что-то в этом роде. Хорошо, только чуть-чуть. Вы просто едва хотите установить контакт и позволить ему управлять вами. Вы просто более или менее следите за ним руками, хорошо? И мы делаем это из-за чего? Потому что мы собираемся Почему мы это попытаться делаем? выяснить, что находится Баба в этом такая, да доме. я не видела, Я не блядь, знаю, это как все мой связаться муж, с вами. он дебил. Мы должны он выяснить, чего оно вообще он хочет. таблетки Я собираюсь какие-то жрет. посмотреть, смогу ли я заставить его оставить это в покое. Давайте уйдем. Все в порядке, вы готовы? Какая бы сущность, дух, демон, кем бы вы ни были, именно в доме моей семьи нас преследует и превращает в ад. Пожалуйста, назовите себя или скажите нам, чего вы хотите, что потребуется, чтобы оставить меня, мою семью и наш дом в покое и никогда не Сейчас так и возвращаться. сделает. Поговорит. Мы устали от этого. Просто скажите нам, чего вы хотите. Странный вопрос такой, да, типа, что хотят призраки? Вот если даже они пытаются проявиться, если вообще верить. Ой, да ладно. То что они хотят, вот действительно? Чтобы им помогли? Это у меня не выходит из-под контроля, даже если я стараюсь изо всех сил. В нем очень много энергии. Ком в нем-то, блядь? Вот кто из них дурит? Мужик или женщина? И что будет? Вы что-то пролили? Ничего не случилось. Что за чертовщина? О, боже мой. Остановитесь. Что вы имеете в виду под кровью? Какого черта вам нужно? Давайте же прямо сейчас. Боже мой, Томми. Повернитесь. О боже мой. То ли они разводят эту женщину, Вот и все. а Вы попрощаться должны это забыли. сделать. Мне очень жаль. Мне Вы очень забыли жаль. попрощаться. И чувак такой, все, я умываю руки.
Постепенно планшетка начала перемещаться по доске для спиритических сеансов, по-видимому, формулируя сообщение. Однако ситуация приняла пугающий оборот, когда доска оторвалась от стола. Пара Это мне поспешно напоминает, убрала как руки, будто бы прервав это связь, фильм но кто бы ни находился в комнате, он бросил доску где на пол. обманывали, короче, вот Это якобы видео они там служит это серьезным изгоняющие предупреждением, всяких подчеркивающим духов, потенциальную короче, опасность, и сами связанную же с это досками для превращали в какой-то спиритических шоу. сеансов. Оно предупреждает зрителей о том, что если вы не готовы Если вспомнил пригласить фильм, потенциально пиши злонамеренных название в существ в комментариях. свое пространство, рекомендуется избегать использования досок для спиритических сеансов любой ценой. Так, ребят, тут рассказывается про какой-то, я так понимаю, виноводочный завод, что ли. И здесь есть какой-то КПП или что-то в этом роде. Вот он какой-то мужич... А, нет, ну какой-то рабочий. В общем, выходит с дверки, и что-то должно произойти. Оп. Что, он увидел свою тень? О, видали. Oh, that's so mad. You can see that the guy checks behind him several times, almost as if he expects to see Видите, ничего не something перевелось. Мы сами new. As he догадались. turns to walk away, that Странная is when туманная his фигура. Туманная shape can be фигура. seen following behind. Излишне говорить, что после этого видео МК-1 больше никогда не сомневался в своем друге. И Он также думал, излишне что у него говорить, есть друг что на они оба заводе были невидимый. потрясены до глубины души этим странным Или он его явлением. пропустил? Да давай, Что проходи. еще такой. более жутко, МК Пойдем на говорит, смену, нам что пора. вскоре после того, как он увидел это видео собственными глазами, даже с ним начали происходить странные события на фабрике. Ребят, тут рассказывается про Англию, и там один из мужичков утверждает, что он видит дома призрака ребенка, мальчика какого-то. Опа! Мальчик хотел найти носки. Ох, ладно. Получайте удовольствие. Я что-то напрягся, да, пока Покажите себя. показал. Что? Ну же, вытащите еще один. Что? Я сейчас Вытащите вытащу. еще один. И Вытащите люди еще скажут, один. что я ерундой какой-то снимаю. Я Лоп. надеюсь. Ну теперь все нормально. Теперь все в порядке. Все, хватит, блядь, вытаскивать, Ящик говорит. открывается сам по себе, и на него падает тяжелый матрас. Но это становится еще более странным. Так, Когда мужчина осматривает комнату, вот это. что же там? И что же там? Нет? Вы это видели? Кажется, что из зеркала на него смотрит что-то Твою ж похожее на богу маленького. матери. Как так? А когда он поворачивает камеру назад, фигура в зеркале Ой, я исчезает. слепой, вообще не вижу. Ну-ка, а до этого? Смотри, оп. Так это призрак, попавший в объектив камеры? Или Это просто тщательно продуманная продуманный розыгрыш? мистификация. Решать вам. Шотландия. У работника выдался плохой день. Упал человек, видите? Но почему упал? Это большая загадка. Мне кажется, во всем замешан дух какого-нибудь, очень старого работника этого магазина. Не факт, что этот магазин был маркетом. Супер. Может быть, раньше здесь продавали видеокассеты. Не беспокойтесь, женщина Немножко серьезно не копчик отбила, пострадала но мы и поняли. отделалась только ушибом ягодицы. Тем не менее, она сильно ударилась. Но когда они снова Кто замечает, что записи там камер был, видеонаблюдения, как я и говорил, они замечают давай. нечто действительно Оп. странное. Вот это подстава. Это призрак-юморист. Когда женщина собирается наступить на ящик, какая-то невидимая сила, кажется, вырывает его Типа, ну, прямо у странно. нее из-под ног. Вот что в результате думаете? Ну, чего странно она всё-таки, сильно да? ударяется Как-то вот. о витрину магазина. Оп, нахуй. Владелец Бадыщ. магазина Имран Али сообщил в Я социальных люблю ржать сетях, над что такими, это конечно, был, ситуациями. цитирую, Больно и «настоящий смех, и магазин грех, как призрак». говорится, но... Сейчас я, конечно, не утверждаю, Что же что это это на могло быть? 100% реальное видео с призраком, но падение этой женщины Подстава. определенно выглядит реальным. Так что я не думаю, что это было запланировано. И, кстати, этот парень В выглядит как натуре хоть лучший подошел бы, коллега на блядь, свете. помог встать. It's like the worst coworker ever.
Он просто сидит с глупым выражением Он просто лица, угорает. не предлагает абсолютно Offers никакой absolutely помощи. no help whatsoever. Но мы двигаемся Moving дальше. on. Может быть, это просто странный скользкий пол и неподходящее время? Или в магазине Да. действительно обитает проказник-полтергейст? Решать вам. Короче, девушка снимала какую-то ерунду. Во-первых, мы видим, что за ней ничего нет. А затем, спустя несколько секунд, кажется, что там стоит какая-то странная фигура. Итак, мы продолжаем Офигеть, но а не мог погружаться. это быть брат? Тут просто говорилось, что у одного друга, у одного Погружаемся парня в есть бетон. друг, и это его сестра. Джейк говорит, что девочка Якобы все он еще была выкладывал. дома одна, когда смотрела свое видео. И она была в ужасе. Конечно, блядь, это маньячок. Кто знает игру Пиньята? Но, как тут рассказывается, им не очень повезло из-за чего-то. Но что именно? Но потом парень, снимающий это, замечает что-то очень странное Да в ну окне на нахуй. противоположной стороне улицы. Другой человек смотрит как и завидует, как играют. Это странно. Это очень странно. Сейчас скажу, там не должно быть никого. 3 фигуры с кожей цвета мела, похоже, кожей наблюдают за цвета происходящим мела. из окна верхнего этажа. Еще более странно, что одна из них, кажется, почти парит под потолком. Так вот, некоторые комментаторы видео говорят, что наблюдающие за ними фигуры... И призрачными просто дети Однако завидуют другие тому, что, считают, блядь, вы это там просто развлекаетесь. дети, которые Я смотрят тоже и завидую. мечтают Я поучаствовать никогда не в бил веселой эту пиньяте. штуку Так палкой. это просто причудливая Никогда. оптическая иллюзия? Надо Или осуществить призраки, детскую снятые на мечту. камеру? Дайте мне знать, что вы об этом думаете. Так, ребят, тут рассказывается про, как обычно, команду ютуберов, которые расследуют всякие страшные призраки и так далее. Здесь они находятся в каком-то пабе, про который якобы говорят, что там проводятся призраки. Вот они тесты какие-то проводят. Большое вам спасибо за общение с нами сегодня вечером. Возможно, вы могли бы сказать нам, сколько вам лет, сколько, по вашему мнению, вам лет в данный момент? Но когда они воспроизводят свою запись F, Ну-ка. они обнаруживают нечто шокирующее. Так что давайте воспроизведем это еще раз. Большое вам спасибо за то, что связались с нами сегодня вечером. Ага. Это действительно так. Мы знаем, что вы здесь. Большое вам спасибо за это. Че за звуки? Они думают, что это демонический крик? Еба. Ничего себе. Я на диктофон сколько раз записывал, Я пока ценю ничего не это. получалось. Это так. И это касается только нас двоих. Диктофон зафиксировал то, что звучит как ужасающие нечеловеческие крики в ответ на их вопросы. Но это становится еще более странным. Команда доказывающего демона обнаружила на нечто камеру. совершенно Ай-яй-яй. неожиданное в своей прямой трансляции. Нечто такое, что было бы очень трудно подделать. Видите ли, команда Так. установила лазерную сетку вокруг локации. У нас также есть лазерная сетка, как вы можете видеть. Именно так выглядят все эти сумасшедшие Сумасшедшие цветные цветные Не точки. хотели бы вы объяснить им, что делает лазерная сетка? Я обнаружил, что некоторые Ребята, люди а не вас знают, там что не такое многовато лазерная ли? Для чего Для она проверки предназначена? призраков-то. Да, Ебать, просто у вас очень команда быстро там. все эти точки, которые вы, ребята, можете видеть, проецируются вон с того маленького устройства. Он испускает Вы бы еще с зелёные собой и красные Грузгвардию лазерные какую-нибудь лучи. позвали бы. Теперь причина, по которой мы собираемся использовать это, заключается в том, что, по крайней мере, теоретически, если что-то пересекается перед знаем. этими лучами, то есть Мы физический знаем, человек что должен будет пройти тень, по ним, что то будет, очевидно типа, потому, что блядь, лучи, отражаться указывая в на этом ком-то. направлении, Мы они, поняли. очевидно, будут перекрывать Показывай свет. нам сам факт А происходящего. теперь посмотрите, как проходит собеседование с членом команды по имени Саймон. Саймон, что вы думаете о том, что только что услышали? Все эти события, в том числе то, что Эндрю совершил в самом начале, и те, свидетелями которых вы только что стали. Эндрю, опять же, является участником F класса А. Нет. Вы это видели?
Пока Саймон говорит, кажется, что-то проходит перед лазерной решеткой, пересекая всю длину кофты. Ну а не может это кто-то из них быть, их там народу, блядь, Еще туча. раз повторю, плюс F. Кто-то прошелся и все. Это событие не упоминалось в прямом эфире. Следователи вообще не обратили на него внимания. Зрители Да ё-моё, да кто-то указали на прошелся, это я позже больше в чем уверен комментариях на прям. YouTube. В общем, тут рассказывается про парня, который работает, как тут говорят, в клинике для животных, ветеринар. И этот парень, который там работает, объясняет, что с ним очень много всегда происходило здесь, именно в этой больнице, странного. Ну вы поняли, ветеринарки. Нет? Вы это видели? Кажется, в коридоре притаилась какая-то странная тень. Посмотрите, как включается одна тусклая лампочка, но тень все еще там. Затем, Это когда призрак коридор полностью девочки, освещается, которая тень здесь полностью лечила исчезает. свою собаку. Почему вообще призрак человека здесь должен быть, а не собаки, например? Теперь Как вы будто бы можете было бы видеть логично, тень да? Эйса здесь, на полу. Так что же это за тень? Да фиг его знает, мы думали, ты скажешь. Дайте мне знать, что вы об этом думаете. Тут еще одна врачиха, только в нормальной больнице, которая заметила что-то странное и жуткое в больнице. Ну-ка. И начала это снимать, само собой. Слышите, народ на фоне, то есть всем насрать, это не ночь глубокая. Что-то происходит. Дверью кто-то хлопает. Эта выходная дверь находится в той части дома престарелых, которая предназначена для пациентов, страдающих слабоумием. Эти пациенты часто пытаются сбежать или покинуть помещение. Сигнализация на двери настроена так, что подает звуковой сигнал только в том и случае, тут- если кто-то пытается выйти, толкая. У нас какие-то сегодня Звуковой подборки сигнал очень можно было бы интересные. просто объяснить сбоем в Юморист, системе, но призрак, на самом деле вы глупый можете услышать, призрак. как кто-то с силой нажимает на дверную ручку. Пытается в дверь вдолбиться. То есть никто даже не подумал, что просто что-то не так с техникой, да? С замком. Ну, просто это же мистифицировать очень, видите, Итак, как вопрос легко в том, оказывается. что толкает эту Снял дверь. какой-то глюк. Здесь рассказывается про парня, который, я так понимаю, охранник. То есть он занимается безопасностью, видимо, территорий каких-то. Хорошо, ребята, на самом То деле есть, я так понимаю, собираюсь это не только воспроизвести видео территория, прямо а-ля здесь. заводы или там. Именно об этом они и говорили, когда на экране появилась эта штука. А теперь на первой минуте я подумал, что Наверное, это ошибка. относится к каким-то Подождите, спальным дайте мне районам, перейти вперед. возможно. Там охранник, который должен был появиться на подходе. Вот и все. Я переключу воспроизведение на нормальную скорость, но смотрите внимательно. Один Так. охранник отправляется на разведку, но ничего не видит. Охранник, наблюдающий за камерой, направляет его по радио в сторону фигуры. Так вот, обычно я бы просто предположил, что любая странная тень, подобная этой на камере видеонаблюдения, это просто ошибка в объективе. И Дивин говорит, что он думал так же. Но когда охранник приближается к темной фигуре, происходит вот что. Парень по рации говорит этому парню, который подходит Причем к у этого-то скамейке, тень подойти. более четкая. Он такой: хорошо, подойди поближе. И вот что происходит, когда он приближается к скамейке. Блин, это как-то странно, да? Как будто это Да. эффект Теперь я не наложенный. могу сказать, похоже ли это на ошибку в объективе и просто на большое Ты совпадение. скептик, и я сразу Или же это думаю, что действительно это так, какая-то если ерунда. Это действительно что-то значит. А с другой стороны, если они реально это просто увидели на камере и Так, сами было ли не это понимают, и просто никто очень не странным накладывал, то это совпадением? действительно Или странно. камера наблюдения действительно зафиксировала что-то сверхъестественное? Дайте мне знать, что вы думаете об этом в комментариях. В общем, тут рассказывается про парня Майкла, который по каким-то там обстоятельствам попал в больницу. Привет. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я был здесь, в больнице, и я продолжаю слышать плач этой женщины. Понятно? Он действительно слабый, хотя я не совсем уверен, что моя камера или микрофон смогут его зафиксировать. Может, это у тебя в голове? Вы это слышите? Так, ну слышно. Обычно это происходит в одно и то же время суток. Это происходит каждое утро. Вот оно.
Ну а прогуляйся, посмотри по палатам. Это действительно странно. Пожалуйста, скажите мне, что я не единственный, кто это слышит. Майкл говорит, что на протяжении всего его пребывания в больнице странный тихий плач раздавался Ну, ежедневно. естественно. Однако на этом этаже не было пациенток женского пола. Причина плача остается Естественно. загадкой. Одна бывшая медсестра больницы утверждает, что регулярно видела призрак девушки, одетой в белое, бродящей по больничным коридорам. Ну что скажете? Видели что-то подобное? Заставило вас хоть одно видео поверить в потустороннее? Если нет, пиши об этом в комментариях. Ну и если тебя какой-то видос заставил все-таки задуматься и ты сомневаешься, также пиши об этом в комментариях. Ну а у меня на сегодня все. Увидимся с тобой в следующем видео, ведь дальше будет только интересней. Ну а с вами был канал Крик, меня по-прежнему зовут Александр. И помни, страха нет, он лишь в твоей голове.